Всем привет! Обещал вам сделать видеообзор вот этой вот зарядной станции, хорошей, классной, от Logic Power. Компания в Украине. Заходите по ссылке на их магазин и ознакомливайтесь с ценами. Зарядные станции, солнечные панели, все, что связано с резервным питанием и еще много чего можете вы уже приобрести в Украине. Также техподдержка, также гарантия. Все очень серьезно. На одном из прошлых видеообзоре я делал от них же видеообзор на линейку станций зарядных, начиная от самой маленькой до средней. Если сравнивать с этой, то это самая максимальная по мощности. Те зарядные станции отличались стоимостью, отличались емкостью аккумулятора. Ну и понятно, каждый приобретает по потребности. В основном-то эти зарядные станции для чего? Для резервного питания. Пропало питание или же в том месте, где вы берете станцию, его вообще нету. 220 розетки. Вы взяли эту станцию, и она полностью заменит вам резервное питание. 220, 5-вольтовые зарядки. Подключить немощные электроприборы на какое-то время также будет возможно. С этой станцией идет инструкция на английском языке, но можно все разобраться. В случае чего техподдержка работает, консультанты выходят на связь и все вам объяснят, расскажут. Как перед покупкой, так и после покупки вы также можете консультироваться. Перевести можно и Google переводчиком, здесь все понятно. Подробная инструкция. Видим сразу, что интересно будет автомобилистам. Ну, кто будет выезжать куда-то на кемпинг, на природу или даже на дачу. Да и в частном доме эта станция будет незаменима в наше время. Что можно в случае, если вы едете на автомобиле, эту зарядку заряжать от прикуривателя вашего авто. Понятно, что ты ее конкретно не зарядишь, но подзарядить у тебя возможность будет, пока ты в пути, какую-то емкость аккумулятор наберет. В комплект входит сама станция, фирменная коробка, как вы видите, и зарядное устройство. Только зарядное от сети. В данном случае в комплекте нет зарядного устройства от прикуривателя автомобиля, но я думаю, что если вам оно нужно будет, потому что в прошлых станциях в комплектах было, здесь нету. Можете приобрести отдельно, это не вопрос вообще. По питанию адаптеру от 220, 20 вольт, 60 ватт мощностью. Обычный джек, который привыкли видеть по питанию. И подключаем, заряжаем станцию от 220 от розетки. Заявлено от розетки этим зарядным станция до полного заряда будет заряжаться за 8-10 часов. Но также есть возможность эту станцию заряжать еще от солнечных панелей. Также в магазине вы можете приобрести фирменную панель Logic Power 60 Вт. Кстати, рекомендовано данную станцию заряжать солнечной панелью, для эффективной зарядки, мощностью не меньше 60 Вт. Идеальный вариант — это заряжать ее 100-ваттной солнечной панелью. Тогда за целый солнечный день, при условии, что активность солнечная на хорошем уровне, станция у вас зарядится полностью также за 10 часов. Корпус пластиковый, но пластик мощный. Мощные ручки, вот видите, я кручу. Станция нелегкая, станция весит около 8,5 килограмм. Установлен литий железофосфатный аккумулятор емкостью 192 тысячи мАч. Литий железофосфатный аккумулятор имеет свои преимущества перед другими литиевыми аккумуляторами. В общем-то, все это вы можете почитать на сайте. Там именно в описании товара все преимущества по аккумуляторам данного типа описаны. Это низкий саморазряд, там малый размер при большой емкости и также малый вес по сравнению с другими аккумуляторами. Ну и также эти аккумуляторы менее опасны, чем обычные литиевые аккумуляторы или литиевые аккумуляторы других типов. Общая кнопка включения станции. Имеем дисплей цветной, на котором также все понятно. Оставшийся заряд в процентах.
и также шкала заряда. Время общее и порты для зарядки гаджетов. 3 Type-C порта, 2 USB, а также поддерживает USB порты функцию быстрой зарядки 18 ваттной. Вход для зарядного устройства, для заряда солнечной панели или же вот для сетевого зарядного. Дальше посмотрим. И эти блочки, сектора включаются отдельной кнопкой. Если эта кнопка выключена, общая кнопка питания, можем включать станцию необходимой кнопкой. Например, нам требуются 12-вольтовые выходы. Мы включаем этот сектор и показан выход постоянного тока и обозначение мощности потребляемой. Здесь также момент есть прикуриватель, как автомобильный прикуриватель 12 вольт. Вставляем сюда какой нужно переходник, или же у вас устройство с розеткой такой для прикуривателя автомобильного, также можно использовать под резиновой заглушкой. И также две розетки 220, которые также включаются отдельной кнопкой. Сразу активируются два кулера, типа в тестовом режиме активный. Пока нет нагрузки, кулеры выключены, не охлаждают устройство. И тоже у нас появляется обозначение выходов переменки. И значение будет потребляемой мощности, когда мы подключим прибор. Искал, что подключить из потребителей 220. Но не нашел ничего, кроме ноутбука. Ноутбук заряжается, сейчас его аккумулятор. И вот что у нас информационно выдается на дисплее. Время при фактической нагрузке потребляемой мощности со станции. Выход переменка 31 ватт идет сейчас потребление. И время приблизительное, скорее всего, потому что плюс-минус, сколько станция проработает при такой вот нагрузке и при заряженности аккумулятора 35%, 31 ватт, 4 часа могу я пользоваться. Подключу iPhone на зарядку через выход Type-C. Так, есть, заряжается. И тут же получаем показания мы по потребляемой мощности. Подключаю второй смартфон для зарядки по USB. Здесь 18 ватт, 18, то есть поддерживает быструю зарядку. Это неплохо. Плотные такие разъемы. Все отлично. Быстрая зарядка. Быстрая зарядка работает отлично. При этом показания также меняются, видите, потребляемой мощности с этих портов, и время работы также у нас изменяется. То есть информация полезная, понятно, что это приблизительная, не точнейшая информация, но получать такую информацию со станции это очень классно, все-таки ты проинформирован и о потребляемой мощности, и о оставшемся времени, сколько проработает станция приблизительно. Давайте посмотрим, что будет, если при этом включить разъем зарядки. Вот как по мне, то хотелось бы разъем зарядки где-то, чтобы был в другом месте. Не знаю, может и правильно, что на передней панели. Пишите вы свое мнение по этому поводу. Думал, где-то сбоку или сзади будет разъем. Подключу просто стандартным его зарядным устройством станцию для зарядки. Да, пошла зарядка. Время, видите вы, наверное, скорее всего, информация просто некорректно показывается, потому что процесс зарядки идет. Идет процесс зарядки, при этом у нас заряжаются гаджеты, работает ноутбук, то есть розетка 220 работает. И для чего я это сделал? Понятно, что если у тебя есть розетка 220, то тебе станция по факту не понадобится. А вот если солнечная панель будет подзаряжать станцию, а от станции будут работать твои устройства, заряжаться остальные и работать, что там ты подключишь, то это эффект нормальный. Солнечная панель станцию подзаряжает, плюс ты станцию используешь по назначению. И все это работает.
Какая еще информация? К этой станции можно подключать одновременно 10 потребителей. Ну, имеется в виду в этом секторе подключать USB устройства для зарядки различные, 12-вольтовые устройства и 220 в розетку. Понятно, здесь потребители, как я вам сказал, будут ограничены по мощности до 700 Вт. Потребитель, опять же, вы должны рассчитывать на то, что если будет мощный, вот по максимуму 700 Вт, какое-то устройство подключено в розетку 220, то станции вам надолго не хватит, как максимум, наверное, на час использования. Поэтому это станция резервного питания для небольшой мощности потребителей. Идеально свет можно подключить, экономные лампы какие-то, освещение сделать светодиодное и все остальное, вот, что потребуется тебе: ноутбук, гаджеты, может какой-то 4G роутер подключить, подзарядить, пауэрбанки подзарядить. Ну, то есть незаменимое устройство, в общем-то, вот для путешествий и в том месте, где нету розетки 220. Также считаю полезно наличие светильников на левой стороне. Рассеянный свет, также с регулировкой мощности по нарастанию. 3 режима. Рассеянный белый свет можно использовать как ночник, можно использовать как по максималке, скорее всего для чтения, читальная лампа. И, кстати, тут также у нас информация по свечению, то есть какой свет горит читальная лампа, солнышко, и насколько хватит у нас при использовании этой лампы вот, по времени заряженности аккумулятора. А с другой стороны у нас фонарь. 2 фонаря точечных, дальнобойных, которыми можно также идти. Вот, может, куда-то тебе нужно недалеко, потому что станция тяжелая, использовать ее как фонарик переносной как бы смысла нету. Но что-то подсветить, направить куда-то, поставить, чтобы был длинный направленный свет, также возможно. Стробоскоп, ну как без стробоскопа, сигналы тревоги подает. И в общем-то все, режимов немного, и это очень классно. И также при этом у нас показывается потребление при использовании данного фонаря. И показана другая индикация, что у нас светит фонарь, не читальная лампа, а фонарь в режиме свечения. Ну, режим мигания то же самое. Время меняется, показано сколько остается. При неиспользовании станции какое-то время она автоматически отключается, питание. То есть вот фонарем попользовались, забыли станцию выключить. Если ничего к станции не подключено, она автоматически дезактивируется. Удобно, что есть резиновые ножки. Устойчивые резиновые мягкие ноги. Станция не будет скользить на гладких скользких поверхностях. Очень классная солнечная панель. Это 100-ваттный вариант. Складывается она в такой небольшой органайзер, превращается в такой портфель с ручкой. Очень удобный, очень классный. Видеообзор я полностью сделаю панели отдельно. И покажу вам с распаковки начала, что входит в комплект, и померяем мощность 60-ваттной, 100-ваттной панели. Посмотрим, что они будут заряжать и как, с какой интенсивностью. Качество изготовления само на высшем уровне. Один минус, что в комплекте идет кабель для зарядки с 2 разъемами джек, но он небольшой, где-то, наверное, с полметра, может метр. Поэтому нужно будет для этой станции, если вы хотите использовать солнечную панель, а станцию, понятно, куда-то надо будет прятать от солнца, чтобы она не находилась на солнце целый день, длиннее кабель. Солнечную панель ставим на солнце, в то место, где солнечная активность целый день. А станция будет занесена внутрь, в помещение, даже завели туда кабель от солнечной панели, и станция заряжается. Соответствующего сечения нужен кабель, потому что солнечная панель мощная, 100-ваттная. Ну и вот у нас станция заряжается. Видно даже на солнце хорошо читаемый дисплей.
И показана у нас входная мощность. Смотрите, очень классно. Показана у нас входная мощность. 41 Вт сейчас при вот этой солнечной активности. И скорее всего время зарядки также у нас написано до полной зарядки приблизительно 10 часов. Ну, суперово. Очень информативный дисплей и, в общем-то, приятная информация. Нужная информация, полезная информация с дисплея. 41 Вт при этой солнечной активности. Сейчас солнечная активность не сильная, весна, всего лишь начало весны. Первый день, когда у нас появилось солнце. 17:01. Поставил я станцию где-то около 2 часов дня на зарядку. И так как солнечная активность весенняя, солнца мало, результат 52%. Заряжал с 36-37% станция заряжалась. Поднялась за это время до 52. Заряжал чисто от солнечной панели. Солнечная панель сложена, все компактно, очень все удобно, просто суперово. Будет солнечная активность на летнем уровне, то есть летом это все будет реально зарядить, если поставить с самого утра до вечера станция, думаю, зарядится. Все буду экспериментировать, пробовать и показывать вам. Сейчас просто показываю, сам ознакомливаюсь и вам показываю. Очень интересный вариант. Ну и что теперь? Первой необходимости электрооборудование ты можешь подключать. Зарядки понятно, гаджеты заряжать. Понятно, автомобильное какое-то оборудование через прикуриватель. Ну и 220 или 12 вольт ты можешь использовать для видеонаблюдения. Вот как по мне, именно тот вариант, когда выключали электроэнергию, а видеонаблюдение немаловажный момент. Хочу я, чтобы оно работало постоянно. Подключаю я камеры, видеорегистраторы, и это устройство будет тянуть их очень долго. То есть емкостный аккумулятор, и хватит его на долгое время, чтобы работать, вот, тянуть систему видеонаблюдения. Также можно смело подключать Smart TV какой-нибудь, роутер, домашний роутер, какой-то 4G роутер. Вот эти все устройства, то есть первой необходимости, жизненно важные, так называемые. Понятно, что холодильники, утюги и все остальное, электрочайники, которые имеют большую потребляемую мощность, не стоит подключать к этой станции. Некоторые моменты она потянет, но просто емкости аккумулятора надолго не хватит. Тут вы должны просто понимать, для чего эти станции предназначаются. И вот, как по мне, этот вариант, предыдущее я вам показывал, варианты, которые дешевле, с менее емкостными аккумуляторами, этот вариант мне больше нравится. На сегодня все. Ссылка на станцию, ссылка на солнечные панели в описании под видео. Переходите, приценяйтесь, уже можете заказывать это все в Украине. Главное, что уже на месте, проверенное и с гарантией, и обратная связь имеется. Устройства не дешевые, поэтому гарантия и обратная связь с продавцами, с консультантами — это немаловажный момент в наше время. Всем удачи, до следующих видео.